Всем привет! После того, как мы вставили наши окна, нас опять занесло снегом. И такой сильный мороз. Сейчас где-то минус 15, минус 16, а на ночь обещает вообще все минус 22. Ух, настоящая зима. Погреб вообще практически спрятался под снегом. Сейчас, в общем, буду вооружаться лопатой, снегоуборщиком и прочищать тропинки, чтобы хотя бы можно было хорошо и удобно везде ходить. Но вначале мы найдем персика. Он утром в часов 5 попросился на улицу, а теперь где-то пищит, мяукает, а я не пойму, где он. Мне хотелось бы сказать, что каждое наше утро начинается одинаково. Но нет, каждый день приносит что-то новое. Вот, например, Рома сегодня начал свой день с поиска персика. Ну а я свой день начинаю на кухне с приготовления для нас завтрака. И готовить я буду чебуреки. Обычно с утра я ничего не готовлю. Стараюсь вечером приготовить все на следующий день, чтобы утром встать и с новыми силами начать делать свою работу. Но готовить я люблю по вечерам. Я иду на кухню, готовлю, убираю, делаю это с большим удовольствием, энтузиазмом. Если у кого-то тоже так, обязательно делитесь в комментариях. Очень интересно узнать, у одной ли у меня талант повара просыпается только по вечерам. Возможно, это из-за того, что у нас идет ремонт, и он забирает очень много сил, времени и творческой мысли. Ну а я уже подготовила заготовки, сейчас их обжарю на сковороде. Ну и сытный и вкусный завтрак у нас готов. У нас уже было такое несколько раз, когда он залазил по сосне, по вот этой, на крышу. И обычно где-то сбоку сидел, снизу и мяукал. Мне сейчас не видно, вам видно? Есть он там где-то, не? Не пойму, где оно сидит. Мявчит и мявчит. Мявчит и мявчит. Персик, персик, персик. Ты где? Персик, персик. Персик, персик. На чердаке, что ли? Как он туда попал? Ладно, пойдем сейчас на другую сторону. Там посмотрим. Как он туда мог залезть? Дырок нету нигде в крыше. Ладно, пойдем проверим. Кажется, он там. Персик, персик, персик. Персик, персик. Неужели правда на чердаке сидит? Персик, персик. Что? Как ты сюда залез? Как ты мог сюда забраться? Иди сюда, иди. Отморозишь писюльку свою. Что мы потом с тобой делать будем? Сидит. Как ты мог туда залезть? Я не пойму. Через крышу или как? Вот это ты даешь. Пойдем, отнесу тебя домой. Это он на улицу попросился где-то в 4-5, сейчас уже около 9. Трусится бедненький. Иди домой. О, наконец-то, да? Нашли меня. А здесь дома уже потеплее, да, персик? Залез сверху на морозильную камеру. Это его такое любимое место. У меня там маска сварочная заряжается. А он здесь. О, отогревается. Здесь получше, чем на чердаке, да? Больше не будешь туда залазить, персик? Не? Ну, не знаю, скажу. Как вы себя будете вести, так и буду делать. Ну и какое утро начинается без чашечки вкусного ароматного кофе. Завариваю американо и разбавляю иногда молоком, водой и иногда использую капучинатор. Кофе могу добавить щепотку корицы. Не знаю, как у вас, а меня уже только аромат кофе бодрит и настраивает на подвиги текущего дня. Если вы тоже сейчас завтракаете или обедаете, то всем приятного аппетита! Кстати, кто спрашивал за теплицу, как переживает, зимует пленка светлица, то смотрите, все хорошо. Такие узоры на ней изнутри. Ну, она даже ни капельки не хрупкая.
Сейчас, правда, -7, солнышко, вот, но -20 она уже пережила, плюс снег. Но он как-то скатывается, не задерживается на ней долго. И, в общем, в таком состоянии светлится. Февраль месяц также порадовал нас снегопадами. Наши постоянные зрители знают, что последние года 2 или даже 3 у нас были зимы малоснежные. Весенне-летний период дождей тоже очень мало, поэтому в нашем регионе с водой бывают большие проблемы. Если у вас из крана идет холодная водичка, а если еще и горячая, знайте, что вы очень счастливый человек. Ну и пока Рома закидывает ваши экраны снегом, скажу, что очень круто, что технический прогресс не стоит на месте. И появляется все больше вот таких помощников, с которыми экономятся и силы, и время. А слышно вам, как воробьи щебечут? Я специально выключил микрофон, чтобы вот этот фон было слышно. Там на бугру на солнышке греется. Щебечут. О, затихли. Это меня услышали, позатихали. Но мы в этом видео продолжаем благоустраивать нашу новую спальню. В прошлом видео мы доделывали эту стену АМК и испортили ее вот этим темным церезитом. А как мы все это исправили, покажу немножечко позднее. И думаю, будет справедливым, если в этом видео мы вспомним с вами, как изначально выглядела эта комната до всех ремонтов. Если вам интересно посмотреть видео с первым ремонтом в этой комнате, узнать все подробности, что тут мы делали и как, с чего начинали, ссылочку для вас я оставлю в описании под этим видео. Скажу только о том, что ранее, когда этот дом использовался как дачный, эта комната не имела своего назначения. По традиции из города сюда привозились старые вещи, обувь. И здесь на даче они донашивались, хранились, скажем так, доживали свой век. А вот так выглядела стена, которая нагревалась от печи. Изначально для нее мы сделали вот такой декоративный кирпич. Покрасили в серый цвет, ну а далее отремонтировали старое окошко, также снимали старые обои, под которыми хранился еще один слой, его было очень сложно снять, а еще было очень много щелей, дыр, которые мы заштукатурили. Стены мы не выравнивали, так как задача первого ремонта была просто навести порядок и вообще сделать эту комнату пригодной для жилья. Потолок мы также освободили от старых обоев, выровняли его насколько возможно и покрасили белой акриловой краской. Стены зашкурили и покрасили вот такой сиреневой краской. Почему? Даже не спрашивайте, это был наш первый опыт. Главное, что эта комната наконец-то обрела свое назначение, красивую отделку на стенах. Ну, а мы продолжаем ее обустраивать и наводить уют. Ну а я возвращаюсь к стене, где АМК мы решили поклеить на церезит. Ждали, что церезит посветлеет, но чуда не случилось. По свежим следам Рома снял этот кусок покрытия. Подождали, пока придет новый мешочек клея, и как хорошо, что мы с Ромой запасливые мышки. В загашнике у нас еще были кусочки АМК. Поклеили их на нормальный клей и выжидали 4-5 дней, чтобы снять защитную пленку. Так, Ром, ну что, переходим к продолжению ремонта нашей спальни. Медленно, но уверенно, чтобы уже сделать капитально и основательно. И, кстати, дорогие наши зрители, как вы заметили, мы все-таки переделали этот угол, вернее, Рома переделал. Вот, мы решили уже, если делать капитально и основательно, да, то чтобы уже потом не переделывать. Темный угол нам не понравился. Мы сразу его, как вы знаете, садили на церезит, и получается вот это все ровненькое, беленькое шло, а тут такое темное пятно. Поэтому мы это все срезали аккуратненько. Как раз пришел мешок с белым клеем, но он тоже чуть-чуть серее, чем вот этот белый, маленько, который был. Ну не так, как тот черный, да, Ром? И теперь осталось это все сдереть, как пленку отодрать, снять. Да, пленку, и уже будет красивенький угол. У нас у Томы началась опять весенняя влюбленность в меня, вернее, посидеть на ручках, пока мы снимаем, делаем съемки. Ну, вот такая у нас Тома, видите. Ну, надо сейчас уделить ей внимание, время, и потом продолжим. Да, кошечка? Мяу.
Да, что мы дома. Да. Хорошо вы тут творите. Сейчас буду тебе сверху бросать. Ну, мам, это еще страшно, но она потерпит. Главное, что научит. Да, Тома, ты рассказывала. Подсказывала, как надо правильно работать. Но данный процесс могу описать только такой фразой. Бесконечно можно смотреть на то, как горит огонь, бежит вода и как кто-то снимает пленку с АМК. Так, у нас здесь есть некоторые неровности. Мы решили их уже пройтись наждачкой. Вот, и тогда будет все идеально и красиво. Они не сильно заметны, но так, когда вот свет, при свете дневном, то они как бы бросаются в глаза, и поэтому лучше их сделать сейчас, вот, и уже, чтобы они не раздражали. А вот это, смотри, там грязный уголок. Это Вот этот. стерезит. Как его надо отмыть, наверное, немножко, Ну, да? сейчас вот так, и потом влажная салфетка еще попробую. О, ну уже немножко. Ну, уже лучше, да? Да, И да, незаметно. Молодец. Так, дальше погнали. Так, теперь самое главное все это быстро замести, убрать, чтобы не разносить по дому. Вот такой получился у нас красивый угол. Намного лучше того прежнего черного. И несмотря на то, что мешочек с штукатуркой был такой не совсем белый, а такой серым оттенком, но сейчас этого почти и незаметно. Да. В один тон, в один цвет, в один кирпичик. Да. Вот, все, дело сделано. И следующим этапом у нас это будет потолок. Да. Мы Вика долго хочет думали. сделать его очень красивым. Ну как, да? Декоративная штукатурка ты хотела? Да, я хотела декоративную штукатурку, но у нас с тобой было несколько, да, вот вариантов. Мы... Да. Когда, кстати, первый ремонт мы делали здесь, в этой комнате, мы его выровняли с помощью штукатурки, все нормально, все хорошо, но я кое-где давно видела такую картинку декоративной штукатурки и хочу попробовать сделать. Если у меня здесь получится в этой комнате, то также хотела бы сделать еще и в зале. Вот. Ну, что ж, попробуем. Да. Ну, кстати, еще, да, скажу, что мы вариантом еще у нас был, мы хотели сделать имитацию бревен, ну, такой скандинавский стиль, вот, но мы как-то вот подумали, спальня, лежишь, эти бревна давят на тебя, ну, не то пальто, вот, поэтому сейчас будем делать декоративную штукатурку. Ну, что из этого получится, сейчас посмотрим. А перед тем, как мы перейдем к работам с потолком, мы хотим ответить на вопрос, часто задаваемый вопрос в прошлом видео, почему мы перед тем, как выравнивать гипсокартоном эту стену, не утеплили ее. Да. Ну, все дело в том, что наше утепление мы проводим, утепление полностью дома мы проводим снаружи дома. Я уже некоторым тоже это писала в комментариях. Ну и насколько мы знаем, если утепляешь изнутри дома, то за утеплителем будет там скапливаться влага. И из-за этого может быть даже там плесень. А у нас еще дом деревянный, поэтому доски будут там влажные, а мы этого не хотим. Поэтому утеплитель будет там изнутри, и в доме будет сухо и надежно, без плесени. Да, по крайней мере для нашего дома это вот для нас такой идеальный вариант утепления.
как мы уже обнаружили. Ну и, как вот некоторые писали, по технологиям, нарушили технологию, не соблюли. Ну, я так поняла, что технологий вообще по утеплению очень много, поэтому и сделаем так, одна половина будет жаловаться, говорить, нет, делайте по-другому. Ну и, в общем, всегда будет этот вариант 50 на 50. Кто-то прав, кто-то не прав. В общем, ну, для нашего дома вот именно такой вариант самый идеальный. Да, там, где мы уже, кстати, утеплили, там тепло и сухо, и хорошо, и нет плесени. Да, так и будем продолжать и здесь. Да, да. Так, ну теперь пойдем за штукатурочкой и за валиком. Так, а кто тут у нас шухарит? Беня? А кто еще там? Персик? Вы тут вдвоем? А мы не поймем, что за звуки, гул, шум. Что-то трясется, а они прыгают через гипсокартон на свое окошко. И так дыщ-дыщ получается. Да? Все, понравилось им окно. Приступаем к отделке потолка. За 3 года на потолке появились только мелкие трещины, которые можно было всего лишь закрасить. Но я очень хотела попробовать сделать вот такую отделку, штукатурку. В народе ее еще называют шубой. Для этого приготовила обычные валики, шпатель и обычную финишную шпаклевку. Поделюсь с вами, что это не первый будет мой опыт. Очень давно я уже пробовала сделать такой эффект, но, к сожалению, у меня ничего не получилось. Ну а сейчас, уже спустя годы, я посмотрела немало мастер-классов, как сделать такую штукатурку, и почему-то я подумала, что вот, наконец-то, у меня теперь должно все получиться. Вначале я решила попробовать на маленьком кусочке. Все делала по инструкции, как на мастер-классе, и у меня даже что-то получилось. Я даже Роме похвасталась. Далее я расширила свой масштаб работы. Немного вдохновилась от того, что у меня что-то получается. Радоваться мне пришлось не так долго. Смочила водой, провела несколько раз валиком. Ну и вот что в итоге я получила. Да уж, это провал. Немного подумав, я попробовала провести валиком еще, но получилось только хуже. Мое лицо не скрыло то, что я чувствовала в этот момент. Я решила не сдаваться и попробовать еще один метод — взять кухонную губку. Ну и сразу скажу, что этот эффект мне вообще не понравился. Ну и самое главное в этой работе не результат, а процесс. Как Рома говорит, поигралась и хватит. Но не мое это работать штукатуркой. Не мое, и надо мне в этом себе честно признаться. И поскорее переключиться на более стоящую работу. Например, пойти помочь Роме сделать откосы. Ну а с потолком, раз уж я начала эту работу, нужно ее и закончить. После первого выравнивания у нас были некоторые недочеты, поэтому я потратила этот день и вечер на то, чтобы выровнять этот потолок, дать ему немного просохнуть, также зашкурить и побелить. Да, работа пыльная, грязная, но оно того стоило, потому что больше возвращаться к потолку я не хочу. Еще сегодня мы хотим сделать красивые откосы на наших окнах. Как видите, я уже заделал глубокие дыры, утеплил это все пеноплексом, немножко зашпаклевал, так более-менее ровно. Но еще хотим, чтобы вообще было идеально сделать вот эти откосы из гипсокартона. Но начнем мы с этого окна в дальней спальне, потому что откосы мы будем делать с остатков гипсокартона, но вначале мы выровняем саму вот эту стену, чтобы можно было сформировать уже такой красивый откос. Да? И там, и там, и там. Вначале, наверное, сделаем вот эту штуку, да? А хватит этого листа? Сюда влезет, не? Ну, сейчас померяем. Сделаем замеры. Да, а где рулетка? Сейчас принесу. Так, здесь у нас расстояние, почти 1,30 м, а ширина гипсокартона 1,20 м. В общем, влезет немножко идеально. Видите, какую мы сделали обрешетку? Это остатки наших досок, фанеры. Ну и сама стенка, она просто где-то нужно делать больше, где-то меньше, где-то впадины. И вот такое мы сделали. Ну, я думаю, оно будет держаться отлично. Прикручивать будем и к ним, ну и к самой стене, потому что тут ранка и саморез будет заходить хорошо. Да.
Я говорю Роме, если мы покажем такой вариант нашим зрителям, они нас побьют камнями в комментариях. Не Но побьют, другой- у нас хорошие, Хорошие, да, хорошие да, зрители. Просто что такого, никто не показывал еще. Ну, а что стесняться? Вот остатки, чтобы не пропадали, да, а нам они идеально подошли. И Рома делал все по уровню, поэтому у нас идеально гипсокартон ляжет, и уже вот эти бугры, у нас стена реально, она вот такая вот волнообразная. Да. Поэтому только Кстати, такое надо делать. Подтверждение, уровень. Я все выставлял. Просто что не все попадает в кадр. Да. Вот. Но теперь будет ровно ложиться лист, и все будет хорошо. Было бы здорово, конечно, взять новые идеальные рейки, все это сделать, выставить, и было бы так очень хорошо и фотогенично. Ну, в общем, мы по-скромному. И А где вот остатком. это А сейчас девать? подорожание. Да, и Да. подорожание, вот эти все остатки, где их девать? Так что Нужно где-то экономия проверить. должна быть экономией. Точно. Так, давай. Возьму этот лист, тогда я его занесу туда. Ты вот этот лист чуть-чуть отодвинешь сюда, и я поставлю ближе к стене. Сейчас я решу вопрос с Томой. Ну да. Это просто что-то с чем, да. Тома, я должна Роме помогать. А нянчу тебя. Оп, Так. оп, оп, оп. Теперь это. Теперь вот так. Вот так. О. Мы решили вырезать такое отверстие под подоконник, чтобы уже ровный лист он сам выровнял вот эту сторону откоса. Да? Сейчас вот так вот приложу, отмыраю. Рома, давай Веснушку впустим. Веснуша, Пришла с прогулки. иди. Ой, Тома, Рома встречает иди сюда, Веснушку. иди сюда. Это не Веснуша. чужая кошка, это Веснушка. Заходи, заходи. Да, это Веснушка. Да, заходи. Ну ты Тома заходишь, тебя нет? зовет. Веснушка, Веснушка, иди сюда. Веснушка, заходи. Она еще так неуверенно себя чувствует, потому что для нее это новое. Заходи. Ну дует холодина в хату. Заходи. Все. Лимит Ещё. времени окончился. Захочешь зайти, мявкнешь еще один раз. О, уже мявчишь? Ну заходи. Пароль. Кс-кс. Веснушка, Веснушка, Веснушка. Убежала. Значит, не очень замерзла. Ну, будем заходить. Веснушка, иди сюда. Может, через это окошечко. Веснушка, заходи. Веснуш, кс-кс. Иди сюда, иди. Скажи, да что ж такое? То там откроют, то там. Иди сюда. Ты всех птичек переловила там, нет? Да ты моя маленькая. Все боишься, иди сюда. Скажи, хочу домой, но не могу войти в окно. Так, отмеряю и вырезаю, да? Да, Ромочка. То с этими котами пока придумаем, что делать. Заходите. Кс-кс. Иди сюда. Смотри, как просторно. Заходи, кошка. Мы тут сейчас все околеем. Иди сюда, Веснуша. Иди сюда. И спрыгивает. Идешь сюда, Веснушка? Ну подумай, подумай еще. Ой, а тут уже окошко выпачкали. Сидит, думает. Так, Викулечка, Так, давай на меня. Давай. Опа. Есть. О, Есть. а ну-ка. Стоит. А ну теперь смотрим уровень. О, О, нормально? идеалиссимо. Так, вот сейчас я по краю поставлю. Какое слово придумал. Да. Хорошо, да? Супер, Ровно? идеально. Да. Отлично. Все, вот теперь, значит, так его и прикручиваем. А, наверное, следующий лист мы разрежем на две части. Да. Вот ту длинную и Здесь внизу под внизу. подоконником. Мгм. Да? Целый лист поперек разрежем, а тут уже остаток тогда тоже сформируем. Веснуша, ну шо? Дитё ты мое, Ну, никак не заходи. может зайти, ты понимаешь? Там, кстати, персик еще. Персик, персик, персик. Где-то пробегал там. Ты видишь, как? Заходи домой.
Скажи, ну я еще не поняла тут систему входа. Опа. Но пока мы с Ромой танцуем танго с листами гипсокартона, отвечу на часто задаваемый вопрос. Хотя уже отвечала на него не раз. Вопрос о нашем сером котике Бене. Как он у нас появился? Беню нам отдавали на передержку. Ну и так получилось, что ему у нас очень понравилось. Он подружился с нашей кошачьей бригадой. Он не чувствует себя здесь лишним или изгоем. И по старшинству, по праву занял второе место после Томы. Территорию им делить не приходится, так как участок у нас очень большой, хватает места всем. Иногда в нем даже просыпается такой бойцовский кот. Беня квартирный кот. В квартире он прожил 5 лет, но пожив полгода здесь, в частном секторе, где ему тем более очень понравилось, думаю, как-то будет несправедливо возвращать его на квартиру, при этом лишать его всех частносекторных благ. А тем более мы к нему привыкли и полюбили, так что будем жить все вместе нашей большой семьей. Пока мы здесь равняли стену и делали откосы, уже потемнело. Но зато, Рома, помучились, но сделали уже аккуратно, тщательно, капитально. Да, мы все стараемся делать, что было прям заподлицо, да? Вот именно красивенько. Не переделывать. Если честно, Рома, я даже не мечтала вообще о таких окнах, откосах, о таких ремонтах здесь на даче. О! Красота какая. О, вот так еще. Вот так. Угу. Классно. Супер. Так, ну что, остался еще откос. Верхний откос. Называется тоже откос, да? Ну, наверное, я не знаю. Придержишь Будет там? верхний откос. Мы отмеряем. Угу. И прям в середину закладывай туда. Потому что оно будет лежать, да, на боковых. Так, получается 1,73 м. Ну и туда еще сантиметр 2 зайдет. Да. 1,75 м. Да. Отлично. 75, помнили. А этот, вот так толщина. 14, да. Угу. Давай перемеряем. А то вдруг Где-то 13,8. 15. Ну да, где-то 13,8. Даже меньше где-то. А тут, ну да, 13,8, где-то 14 плюс-минус. Давай 13,8 уже будем делать, чтобы потом не лишний раз опять не счищать. Давай. Примеряем. Ага. Ну, влазит у тебя? Не-не-не. Не вмещается чего-то. Не влазит? Значит, многовато. Надо А может чуть-чуть. давай с той стороны попробуем, да? Давай. Вот этой, да? Угу. Давай. Вроде бы и так по минимуму, да, брали? Так, а теперь... Надо, видишь, как. Ага. Как же теперь его засунуть? Согнуть маленько, может. Так, а если... Так, наверное, придется... Ага. Не. Ну у меня залазит, а у тебя не залазит. Теперь у нас гибкий. Сломаешь шатко. Не надо. Ну, гибкий. То гибкий. А он не влезет. Надо его чуть-чуть чухать, рыбочка. Ну, давай. Давай немножко счухаем. Ножичком, маленечко. Чем будешь? Там Ножиком. Вот. Ага. Вот видишь, вот эти вот. Угу.
Так, надо думать. Ну, надо чуть-чуть его согнуть, чуть-чуть. Вот. И ты не вмещай их сразу туда, а чтобы там подсогнуть, и здесь меньше тогда получится. Я не знаю, правильно объяснила, нет? А так сейчас мы его сломаем и выравнивать будем долго и нудно. Ну ладно, Давай. ладно. Ну, получается, только надо одну разрезать, да? Вот так, вот так. Давай. Не хотелось резать, да? Не хотелось. Но ты прав. Если мы его, то все. Да. Вообще будет некрасиво. Может быть, так эти откосы и делают. Вот. Нам просто не показывают этих секретиков. А мы покажем. А может, можно эту штуку? Давай попробуем. О, давай. А, надо было другую резать. Ну, тогда В другую ломай. сторону, понял? Поняла, да. Да, надо было тут отрезать, и она подогнулась, и не надо А, было. может, так вот просто тогда? Так? Ничего ж не будет страшного такого, нет? Если мы этой Ну, стороной. я не знаю, влагостойкая вот это типа. Ага. Ну, давай попробуем, какая нам разница. Будет больше комментариев. Мгм. А, все равно не. Вот это ж мешает. Давай. Отрывается и все. И последний штрих. Так. Закладываем. 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 Имеется в виду в другом смысле. А? Прикручивай Хорошо, здесь. что в этом. Еще? Да еще. Еще чуть-чуть. И я. Чуть. И чуть-чуть. На ты. Так, а я теперь... вот- Силушки богатырской не А хватает. я вот тут. Есть и тут. Это что? Все, супер. Наконец-то сделали. Ну что, вот такая стена и откос у нас получился. Смотрится довольно хорошо, да? Осталось только позашпаклевать вот эти углы, и там где мелкие неровности, и будет здорово. Давай, моя Колечко, работа. опять. Давай, молодцы мы. Ты знаешь, это довольно-таки большой участок работы мы сделали. Продвигается ремонт, понемногу продвигается. Уже одна стена ровная, следующая, наверное, пойдет вот эта. Да. Но это чуть позже. Так, Вообще другой вид, Ром. Вообще супер. Ты знаешь, это даже придает энтузиазм продолжать работы. Вот такое вот улучшение. Да. Понемножку все получается, и идем вперед. пошли вперед. Кухню кушать. А у нас тут сегодня весна. Все тает, ручьи текут, нас затапливает, ложки затапливает, дровник затопило. Ну, это и хорошо, потому что мы уже давно так, вернее, нас давно так не затапливало, и мы этому очень рады. Хоть немного наша тут земля, грунт, почва подпитается водичкой, нам это очень надо, и можно надеяться на какой-то урожай в этом году.
Шпаклевать подоконники мы будем гипсовой финишной шпаклевкой. Думаю, это будет хорошо для нас. Написано какая-то супер финишная и улучшенная формула. Ну, попробуем. Замешиваем шпаклевку не сильно много. Может быть, у таких черпачков 4-5, чтобы работать всегда свежей шпаклевкой. Все, а теперь нужно позвать мастера по шпаклевке. Хорошо у Вики получается, Бень? А ну подсказывай, как надо правильно. Говорит, пустите меня, я вам сейчас расскажу. Помощники наши на улице. Беня и Персик. И целый день туда-сюда. Попросятся в хату, посидят 2 минуты обратно. Весна. Да, им хочется Не немножко сидится им побегать. дома. На тебя смотрит Беня, смотри, как ты шпаклюешь. Вот тут снизу, где щель образовалась, немножко позаделываю. Я, если честно, вот шпаклевочные штукатурные работы не очень люблю вообще. Вот любые отделочные, вот работать с отделочным материалом, вот я люблю, да. А вот штукатурку, вот эту шпаклевку вообще не люблю. Вика не любит, но у нее хорошо получается. Ну, не всегда. А я люблю, но у меня нехорошо получается. Но я стараюсь, да? Если честно, все наоборот. У тебя отлично получается. Персик, ты что там творишь? Ты тяпаешь землю? Культивируешь, чтобы росло хорошо, да? Посмотрите, как красиво Вика позашпаклевала откосы. Вообще здорово. Осталось их немножко только зашлифовать. Они уже подсохли. Как раз этим можно заняться. Так, цветы уберу, чтобы они не покрылись снегом. Есть тут маленькие неровности. Сейчас мы их, как говорится, зачухаем. А потом еще пройдемся краской белой снежкой. И вообще будет идеально. А это наши котейки понаставили тут свои лапки, видите? Им так понравилось. В окно теперь они запрыгивают, когда им нужно, и просятся на улицу не через дверь, а часто в окно прыгают. А когда пылесос включаем, то они прячутся. Кто под кровать, кто на улицу бежит, кто куда. А пока Рома собирает мусор с помощью строительного пылесоса, наши котики ищут 5-й угол. С роботом-пылесосом они на «ты», а вот строительный пылесос они как-то не очень полюбили. И обычно котиков мы предупреждаем, что сейчас будем пылесосить, достаем пылесос, показываем им, что он сейчас будет гудеть. И некоторые сразу убегают либо на улицу, либо прячутся за диван. Ну а Персик оттягивает этот момент, и получается так, что кто не спрятался, я не виноват.
Вот таких моллюсточек мы еще купили. Посмотрите, какие маленькие, прикольные сухоцветы. Мы, правда, выкупали веточку. Она была такой живой, вот, пропитанной краской. Это такие окрашенные цветочки. Вот. И постепенно буду здесь добавлять еще такие веточки. Мы посмотрели, там есть разных цветов. Также в магазине нам предложили, сказали, на любой вкус, цвет, все сделают. Но мне понравились вот эти вот красные. И там еще были красивые желтые. Поэтому вот эти веточки буду убирать до осени. И здесь добавлять вот такие сухоцветы. Такая будет летняя композиция. Вот. А эти уже тогда на осень. Они, кстати, не осыпаются. Зафиксированы лаком, обычным лаком для волос. Вот. И здесь у меня еще вот такие вот перья от фазанчиков. У нас их много бегает. И вот такая красота остается. Ну, такая композиция у меня с осени была. В такой вазочке. Хочу тоже ее обновить. Новым лаком покрыть. Вот. И сейчас вот на лето менять. Вот такую летнюю композицию ставить, а потом осенью вот такие вот букетики делать. Ну, как бы развиваюсь в этой теме. Огородные дела не за горами, все готовятся к посеву семян, вот и я решила достать свой сундучок, пересмотреть все, что у меня есть, и докупить некоторые семена. Но я посмотрела, что у меня очень много разных семян, поэтому хочу их использовать уже в этом году, все посеять. Также в телеграм-канале я показывала, что уже купила семена огурцов и помидор, которые нужно сеять в теплице. Это будет мой первый опыт работы с такими семенами, так что перебрала все семена, посмотрела, что у меня есть, чего нет. Также посмотрела погоду и решила пока ничего не сеять. А еще у себя в сундучке я нашла вот такие чудо-семена. В телеграм-канале в чате мне подсказали, что это семена мамардики. Посмотрела в интернете, как их высаживать, попробую сделать это в марте. Но что у меня из этого вырастет или не вырастет, за этим процессом будем следить с вами вместе. Ну а мы сейчас переходим к перекраске нашего переделанного стола. В прошлый раз мы его переделали, немного укоротили. Теперь он такой также у нас мобильный, потому что мы прикрутили снизу ролики. Вот. У вас по нему было очень много вопросов. Ну, может быть, не очень много, но вопросы были. Много-много. Да. Мы даже не ожидали. Да. Как помещаются туда ноги и где будет процессор, системный блок стоять. Да. И будет ли он охлаждаться. Ну, скажем, что ноги у нас пролазят. Мы даже вдвоем с Викой садились туда, да? И процессор у нас охлаждается как раз не с боков, а с той стороны, где то пространство. Не знаем, почему эти были вопросы, но если они были, значит, нужно на них ответить. Мы отвечаем. Да. Для стола мы выбрали вот такой красивый цвет. Как он называется? Небо над Питером. Такой серо-голубой. Ну, не знаю, сейчас откроем и посмотрим еще лучше. Мне кажется, серо-бежевый какой-то. Тоже красивый. Непонятный такой, но симпатичный. Вот. Вообще мы думали, да, вот для нашей спальни мы еще, в принципе, не определились с цветом. Вот в этой серии было два. Ну, к стенам он подходит. Ничего, нормально. Да, а вот для мебели хотелось бы какой-то контрастный еще оттенок взять. Это второй вот цвет. Вот этот цвет нам понравился, и еще второй. Я здесь размещу, какой на вид и как называется. Вот. И, в общем, сейчас покрасим стол, посмотрим, как он впишется уже в наш интерьер. И если нас все устроит, то мы его докупим для будущей переделки, перекраски всей мебели нашей спальни. А если все такое сделаем, да? Да, потому что перекрашивать нам еще много, и надо сейчас определиться с четким цветом, какой нам понравится. Ну, давай уже, да. Уже хочется. Меньше слов. Мы взяли валик, кисточку. Да. Кто чем будет? И Тома пришла. Валиком можно всю поверхность сделать, а кисточкой там, где не подлезет, да? Какая здесь крышечка. И вот такая защитная крышечка. Такой не сильно, не специфический, прям такой запах. Приятный очень. Такая палочка идет в наборе, наверное, чтобы размешивать ее, да? Ну, довольно густая. Ну, многие хвалят эту краску, так что мы попробуем, потом поделимся своими впечатлениями в телеграм-канале. Да, интересно, как она будет. Сколько нужно будет слоев, интересно.
Ну, вообще, вот этой краски мне показывали, она... Вот смотри, какая она плотная. Уже вот на палочке. Видишь, какая? Ну да. Я думаю, 2 слоя Я этим буду валиком. вполне хватит. Да, я давай в разных щелях. А ну-ка. Интересный. Хороший цвет такой, да? Мне уже нравится. Потому что предыдущие вот краски, да, которые я брала, ну, сразу были проплешины, когда красишь первым слоем. Под эту, кстати, краску, да, мы не наносили грунтовку, потому что эта краска уже идет как и грунтовка. Так, ну, погнали. У меня тут уже Два в капает одном, все. да? Так. Ой, мои нелюбимые места внутренние. Может, мы их не будем красить? Я, как всегда, хочу увильнуть от работы. А что, давай не будем внутри, только снаружи, в принципе. Или уже красить, так красить, да, надо? Ну, Так, ладно. мы можем прокрасить сразу одним слоем всю, Внешнюю коробочку. да, всю внешнюю. Останется, надо и внутри тогда покрасим. Потому что у нас банка, сколько тут всего? 480 литров. Ну, и Литров. нужно. Миллилитров. Насколько хватит, настолько хватит. Но я думаю, должно хватить. Вполне. Смотри. Вполне. Смотри, она перекрывает с одного слоя уже. Я один раз макнула, уже почти пол стола покрасил. Поверхности. Это, кстати, не реклама. Мы даже не показываем, какая краска. Но многие наши подписчики в телеграм-канале не знают, что это за краска и почему она нам так нравится. Многие нам ее советовали. Я сейчас смотрю, у нас получается все в тон. Стены серовастенькие такие. Ну, посмотрим. Сделаем. Скорее всего, что лёж будем брать. Ладно, погнали. Ну, сделаем 2 слоя. Не, тут не в слоях делаем. Я думаю, что вот один слой и все, мы не будем еще красить. Еще один край. Мы посмотрим, как он будет выглядеть, да? И потом Потому скажем. что можно, в принципе, уже другой заказать. Уже другой, я же заказываю, понимаешь? Не понравился тебе? Он На мне белый похож, да? Не, он отличный, мне нравится. Кстати, да, вот я хотела покрасить, обновить нашу стенку в зале. Она ж там немножко мы покоцали при переносе, и вот такой отличный цвет был бы. Ну да, оно у нас совсем белое, да? Она совсем белая, такая больничная. А этот прям такой колоритный белый. Или серый. Перекрасим. Что нам стоит? Мне кажется, сюда вот пойдет тот цвет, как вот на картинках, да, спальню, когда мы с тобой выбирали, какую мебель сюда хотим. И вот там был такой цвет лен или крем. Вот, это уже красочки чуть-чуть. Ну ладно. Кремовый лен или леновый крем. Ну, мне нравится. А? Мне нравится. Серенько такое. Серенько, беленько. Мне бы так сделать один раз и забыть, а не перекрашивать по 8 раз. А мне нужно, чтобы оно подошло. Одно и понимаешь? то же по 8 раз перекрашивать. Персик, тебе нравится цвет? Ты как, в восторге, нет? Скажи, мне нравится персиковый Да не цвет, все равно. а не какой-то в этом. Ой, Ой. ой. Видишь, надо худать. Пролазим. Отлично, цвет краски подходит отлично к нашим обоям. Кирпичику в целом. Да, персик, да, ты рассказывал, мой мальчик. Тебя забыли спросить. Да? Забыли спросить. Да. Нарывай. Ой, ой. Говорит, вы меня не гладите. Что? Что? Прям мыр-мыр-мыр. Рыжольчик, иди ко мне, иди. О, На ручке хочешь? покрасить тебе усики? Усики покрасить? Будешь красивый. Ну, как нормально Вика справляется. Ну, посмотри. Такой всегда у нас
любит быть в центре событий, да? Да. Персик все Что-то подсматривает. происходит. Все. Да. А то вы чем-то вечно занимаетесь. А свою котейку как-то не очень любите. Надо побольше это делать. Жмакать меня, чухать, гладить. А лапки грязные. Ну, конечно, по улице бегать. Я сегодня хотела помыть полы и не смогла это сделать, потому что они туда-сюда, туда-сюда. Я думаю, ой, обойдемся. Просто попылесосим. Персик уже лянь, спина белая. Это я его? Ну не обтирайся. И хвост уже. Иди отсюда. Персик, уже я из-за тебя. Милирование. Вот это ты дал. Ля. А я думаю, что он, Персик, не трись. он обтирается, ходит. Я думаю, где он? Да он уже весь в краске, смотри. Уже весь в краске. Сейчас будем тебя этим растворителем. В растворителе купать. Ну, это краска должна водичкой смываться. Покрасили цвет, вот таким он у нас получился. Цвет очень приятный, хороший, и камера, кстати, передает его как белый цвет, но на самом деле, если вот посмотреть в сравнении с окном, то, конечно, окно будет белее, и вот с крышечкой видно, что это не белая краска, а такой вот оттенок серо-бежевый, ну, в общем, интересный. И, кстати, работать с этой краской мне очень понравилось. Из всех красок, которыми я уже пользовалась, которые я использовала в перекраске мебели, скажу, что эта краска самая лучшая. Для меня она сейчас номер один. Хотя это не реклама, но хочется сказать спасибо производителям, и чтобы в дальнейшем они не портили качество, и чтобы все так и оставалось на таком же высшем уровне. А сейчас зайдем в наш строительный магазин. Нам не хватило кабель канала, и еще купим блендом. А еще в магазине мы посмотрели, какая плитка у нас продается для стен, для пола. И несмотря на то, что у нас ремонт в ванной комнате идет небольшими шагами, плитку нужно выбирать уже сейчас. Ну и, конечно, я немного подрастроилась, потому что я не нашла плитку даже близко похожую на ту, которую я хочу. Но какая плитка мне по душе, знают те, кто подписан на наш телеграм-канале. Но если вы еще до сих пор не подписаны на наш канал, но любите смотреть наши видео, не забудьте, обязательно подпишитесь. Это для нас огромная поддержка. Заранее вам спасибо. Также в спальню я заказала тюль, который очень быстро пришел, но вот упаковочка как бы не очень. Но тюль не выпачкан, чистый, это самое главное. Но по приезду домой нас уже встречали наши песики и Персик. Мяу, мой мяу-мяу-мяукушка, мяу-мяу-мяукушка. Персик. Пойдем. Пойдем домой, пойдем домой, мальчик мой. Красивые штаники у него, да? Мяу, пойдем. Кушать пойдем. Рома сейчас переделывает розетки, потому что когда здесь был зал и вот здесь стояла стенка, то мы сделали здесь одну для зала розетку, которая находится вот здесь сейчас теперь за шкафом, вот. Ну и в общем мы решили протянуть от нее, чтобы не разбирать ничего, вот такой кабель-канал,
И Рома сделает вот здесь розетку и там немножко дальше. И в итоге у Ромы все аккуратно, вот так получилось. Провода закрыты, розетки установлены. Ну а теперь настало время заняться вот этим вот окошком. Нет, стеной, да? Стеной. В общем, здесь мы теперь повесим красивенный тюль. Вот, Викочка его уже купила. Да, правда, упаковка тут какая-то порвата. Но ничего страшного. Главное, тюль будет красивый, на всю стену, как вы рекомендовали, а не какой-то там маленький кусочек, да? Да, мы еще взяли вот такую, как она называется? Бленда. Это тут бленд, да? А здесь у нас что? А это карниз. Карниз. Он тоже будет на весь потолок, на всю стену. Да. Так, приготовьтесь, сейчас будет... Неприятный звук. Ну и так как тюль у нас будет на всю стену, да, а в будущем, как уже некоторые знают наши зрители, мы хотим здесь сделать стенку. Вот из этого шкафа такая П-образная будет стенка. Вот, и она, получается, не будет доходить до стены. Ну и, в общем, тюль так и будет здесь компактненько проходить, да? Ну, по нашим расчетам, подсчетам, а там будет видно. Ага. Вот. Получается у нас вот такой карниз с 3 частей. Каждая из них по 1,20 м, да? Где-то так, Получается. да. Да. 3,60 и как раз хватит на всю стену. Он двойной. В общем, мы сейчас присверлим его, прикрутим к потолку, а потом будем крепить бленду. И, кстати, давай еще скажем, что когда мы заказывали карниз, мы заказывали его с учетом, чтобы там было такое вот местечко, мы сейчас покажем, для установки или, как сказать, подцепления вот этой вот бленды, потому что не все карнизы в продаже именно вот с той штучкой для бленды. Как она цепляется, кстати, я так и не понял. А сейчас покажем. Вот такая вот у бленды есть цепляшка, ну, сцепление, а у карниза вот такой замочек для нее. Так, а ну давай попробуем примерно. Мы вообще первый раз работаем с блендой. Ой, Держи. я держу. Сюда вот вставляется. Угу. Так, Я правильно дрынь. зрителям. Может, кто-то тоже так будет делать впервые, как и мы. Вот. Вот И они. так красиво. Потом раз, одеваешь. Как симпатично сразу все получается. Угу. Лень, красиво, да? Прикольно, да. И такой не сильно наляпистый рисуночек. Это что? Это скотч. Это от скотча надо помыть. Потом вытру ацетоном. Ну, мне нравится, симпатично. Получается, что нам нужно? Получается, Викулечка, смотри, нам нужно будет сразу собрать все 3 части карниза, потом вот эту одеть, а потом только крепить. Потому что если оно будет в самый угол, мы вот эту штукинцию туда не подсунем, чтобы одеть. Ты прав. Поняла? И надо правильной стороной. В общем, вот так. А потом мы сюда не подлезем, чтобы одеть. Тогда мы будем ломать. Но если будет самый-самый край. А если немножко подальше от края, может и подлезем. Ну, лучше, наверное, собрать его все, да? Да, Под размером мы сейчас по размеру отрежем. Соберем их. Если не будет хватать. У нас тут сколько? 3,60, 3,70, а тут 3,60. Мы соберем и как раз сейчас притулим. Хватит, не хватит. Хорошо, давай. Красоту сейчас на видео. Так, теперь примеряем. Ну, вроде, если влезет, то прям под самый это, да? От края до края От края до края. Прям. А, не влазит. Не влезает. Нет. Надо пилить. Надо сантиметра, наверное, Один сантиметр. Это 1 будет много. или 2. Не, это будет много, Ром. Нормально. Не, нормально, 2. Нормально. Вот сейчас мы 1 отпилим, оно опять не влезет. И скажем, ну давай еще 1. И 2 раза одно и то же делать. Ну ладно. В принципе, если что, мы тогда сюда впритык, вплотную, а там можно и отступ сделать. Да я думаю, вот или 2 сантиметра, или больше. Нет, не Да, больше. вот смотри, вот там. А ну давай до самого потолка. Все, вот. Ну и как? А у меня никак не пролазит. У меня уже уперлось. А еще поднимать сантиметров 30. Ну ладно, давай. Аккуратно.
Самое главное не поломать. Сейчас я вытащу. А он уже зафиксировался, ты уже не вытащишь его. В смысле зафиксировался? Он там такие перегородочки были, ну чик-чик сделалось и все. Ты уже не вытащишь. Как это? Какой чик-чик? Ничего тут не чик-чик. А где ты придумала такое? Ну там в пластмассочках были фиксаторы таких 3 штучки. Да? И, да, они зафиксировали. Ладно. Ну тогда будем так отпиливать. Спрыгивай со стола. Я думаю, что Сейчас за запах со в стола. квартире? Это брокколи варится. А как вы думали? Правильное Придерживай тут. питание. Вот тут Так и придерживай. пахнет. Чтоб не поломалось. Ты брокколи выключишь? А я буду держать. Недавно в комментариях у нас спросили, как нам живется с кирпичиками на стенах, да еще и в спальне. Поэтому хочется ответить, что здесь главную роль, скорее всего, что играет не сам кирпичик, а его оттенок. Кирпичик белого и светло-серого оттенка. Комната ощущается светлой и просторной. Но если бы оттенки или цвета были очень темные, то, конечно же, дискомфорт бы ощущался. Так, у нас в наборе к карнизу шло 55 крючков. Но нам этого мало, поэтому мы решили добавить еще крючочки со старого карниза. И так как карниз мы установим почти впритык от стенки к стенке, там будет совсем маленькое такое расстояние, добавить крючки будет невозможно на будущее. Поэтому мы сейчас это сделаем, чтобы потом не мучиться. Они, конечно, немного отличаются. Вернее, разные по размеру, совсем на чуть-чуть. Это не страшно. У нас тут тюль обычный, вуаль. Решила взять без всяких рисунков. Потому что и так тут все в рисуночках, поэтому, чтобы меньше было шума визуального. И взяла я ширину 5 метров. У нас здесь стена идет сколько? 3,60, 3,55 вот ширина стены. И как раз взяли 5 метров шириной тюль, чтобы получилось так много-много рюш, как вы любите. И надеюсь, мне тоже понравится. Так, тут должна быть лента для крючков. Ой, какая она симпатичная. Казалось бы, без всяких прибамбасов. Такой вид очень хороший. Так, и лента здесь имеется. Так, мне еще интересует вот здесь по бокам прострочечка. Все. Это все, что меня интересовало по этой тюле, вернее, волновало. Чтобы была лента, и здесь хорошая прострочка. Все здесь есть, буду нанизывать. Ну что, посмотрите, какая красота у нас получилась. И повесили тюль, и спальня сразу стала спальней. Я даже не ожидала. И хорошо, что мы взяли тюль-вуаль. Она прям сюда отлично вписывается, не нужны здесь никакие ни узорчики, ни цветочки. Единственное, что я уже так присмотрелась, все-таки надо повесить шторы по бокам. Мне их прям тут не хватает. Кстати, по поводу теплых оттенков. Перекрашенный стол, он отлично вписывается, хоть это и холодный такой оттенок, и мне бы его не очень хотелось в спальню. И я сейчас смотрю на изголовье с теплым оттенком. Мне кажется, здесь теплый оттенок, мебели никак не впишется. Я пока, в общем, в раздумьях, и если у вас есть тоже какие-то идеи,
вот смотрите на эту спальню, какой все-таки цвет здесь будет лучше. Вот теплый, это будет либо крем, либо лен, или все-таки оставить вот такой серый оттенок. И уже когда мебель будет здесь стоять укомплектована полностью, такая П-образный шкаф, то вот мы его покрасим, наверное, скорее всего, что в серый. Ну, не знаю. В общем, свой вариант пишите в комментариях, какой цвет здесь будет лучше. Ром, ну тебе как? Нравится? Да, очень такая красивая, симпатичная спальня у нас получается. Конечно, работы еще много. Что нам тут надо еще сделать этот шкаф П-образный, ты А хотела? для того, как его сделать, нам нужно постелить Линолеум и заменить двери. двери. 2 двери с порогами. В общем, работы еще очень много тут. Да, так что оставайтесь с нами. Не забывайте подписываться на канал. Также мы есть ВКонтакте, в Дзене и в Рутуб. Ну и телеграм-канал у нас тоже есть. Так что переходите, подписывайтесь. Это поможет нам продвигать наш канал и дальше радовать вас своими видео. Да, до новых встреч! Пока-пока! Наконец, теперь мы... Дубль 2. Но вот я сейчас смотрю на... как она называется? Забыла. Ой. Изголовье, да.